Вот система управления шторами. Вот такие шторы автоматически поднимаются. Система управления здесь. И вот этот блок питания не работает. 220 приходит, 24 выхода нет. Итак, это обычный блок питания импульсный на 24 вольта, 10 ампер. Тайваньская сборка. Ну, думаю, ничего интересного, сложного нет. Разбираем. Вскрыли блок, и вот что мы видим. Все в пыли. Все в пыли. Надо будет сейчас продуть, прочистить. Так, вон смотрю. Предохранитель целый. Конденсаторы вроде нормальные. Это блок управления вентилятором. Можно будет его отключить сейчас и заниматься самим блоком питания. Продул сжатым воздухом. Ну, видно, чуть-чуть конденсатор подспухший вот этот. Ну, сейчас сниму плату и будем разбираться дальше, что тут к чему. Вот так выглядит плата. Ничего подгоревшего не видно. Ничего нет. Ну, сейчас будем потихоньку все проверять. Предохранитель нормальный. Сейчас проверим транзисторы ключевые. Нормально зарядился конденсатор. Нормально. Здесь все хорошо. С ключевыми транзисторами все хорошо. Выпрямительный диодный мост. Проверим. Здесь плюс. Ну и в обратную сторону должно быть бесконечность. Ну, так и есть. Диодный мост в порядке. Также вот мы можем посмотреть здесь вентилятор. Но совершенно не хочет крутиться. Он просто-напросто заклиненный. Ни в одну, ни в другую сторону. Очень тяжело идет. Очень тяжело. Это под замену. Проверяем стабилитрон ZD2. Обозначен здесь на плате как ZD2. Так, этот стабилитрон под вопросом, что там такое. Вот он, этот стабилитрон, обозначен как ZD2. Что хорошо здесь на плате, все детали подписаны, их порядковые номера. Осталось найти принципиальную схему. Здесь у нас стоит семистр. Тоже надо его будет проверить. Попавший под подозрение семистр оказался исправным. Вот мы его проверяем. Соединяем управляющий электрод и анод. Лампочка загорается. Теперь соединяем два анода. Лампочка гаснет. Семистр исправный. Горит? Не горит. Все нормально. Ставлю его обратно. Но здесь, получается, найден еще был один. Вот здесь вот он стоял. Такой резистор. Он в обрыве. Это резистор на 22 Ома. Вот здесь вот надо будет поставить новый. Вот такой. Я не сразу сообразил, зачем нужны вот эти радиодетали под вот этим радиатором. Если вот здесь находятся ключевые транзисторы, а здесь диоды, все ясно. Но что находится вот под тем радиатором, там STR 83145 и семистр, зачем? Это было непонятно, пока я не нашел схему. Поэтому, когда я увидел сгоревший резистор,
на 22 Ома. Я подумал, что он находится в цепочке снабера. Тем более, что тут рядом находится конденсатор, под низом там находится диод, рядом трансформатор. Ну, чистый снабер. В итоге, после проверки оказалось, что семистр исправен. Вот этот диод Зенера стабилитрон исправен. Вот. Я спаял обратно, запаял сюда, значит, новый резистор вместо сгоревшего вот этого. И поставил контактную панельку, чтобы туда можно было микросхемы вставлять, чтобы, если что, менять быстро. Подключил к питанию, и этот резистор опять сгорел. Притом, если вот этот сгоревший резистор, на нем не видно никаких следов, он просто оборвался и все, потому что это специальный предохранительный резистор, так называемый фузет резистор, то этот обыкновенный вспыхнул огнем. Можно вообще весь этот узел удалить. Узел, построенный на микросхеме STR-83145 с обвязкой, удалить вообще, потому что конкретно эта микросхема отвечает за переключение питающего напряжения сети от 110 до 220 вольт. Ну, то есть она подключает либо на диодный мост входящее напряжение, либо на удвоитель. Вот, ну, так как у нас здесь 110 вольт нет, можно смело удалять весь этот узел, и блок питания будет нормально работать. Рассмотрим теперь эту микросхему STR-83145. Вот ее даташит. Нас интересует, тут блок диаграмма, нас интересует, как она включается. Вот, Simplified Operation. То есть до 130 вольт у нас включен как удвоитель напряжения. Ток идет таким образом через один конденсатор, потом пошел сюда. Соответственно, обратно идет следующая полволна сюда и пошла вот так. Ну и, соответственно, полный бридж. Это как у нас, когда у нас 220 вольт, как обычный самый переключатель здесь открытый. И получается, что оно идет через два конденсатора, соединенных последовательно, вот таким путем. Ну, сейчас вот так легче тут посмотреть. Вот видно. Нам нужен вариант 220 вольт, когда вот ток идет таким вот макаром. И вот этот переключатель разомкнутый. Вот здесь разомкнуто. Когда у нас ситуация 110 вольт, тогда здесь переключатель замкнутый, как обычно делают в блоках питания, переключатель 110-220, вот он работает таким макаром. Тогда идет через один конденсатор сюда, потом вторая волна идет, полуволна идет вот сюда, соответственно, здесь идет удвоение напряжения. Ну вот еще такой вариант. Вот тоже, вот переключатель 110 на 220, похоже, как наш случай. То есть вместо этого переключателя у нас стоит STR-83145, вот здесь вот. И сейчас рассмотрим эту микросхему на принципиальной схеме. Вот она. Нашел схему в интернете этого блока питания. Ну вот сюда вот подходит напряжение. Подключаем 220 в нашем случае. Тут фильтра, конденсаторы, катушки индуктивности. И вот пошло на мост. А вот это, вот здесь я показываю, вот это вот STR-83145. Вот она микросхема наша с обвязкой. Вот эти, которые были конденсаторы вокруг нее. Вот этот резистор R34, который сгорел. Вот это вот предохранительный резистор, вот он. И у нас здесь получается вот три выхода у нас получается. Вот один подключен здесь, провод идет к микросхеме. Второй здесь. И вот третий идет на центральную точку между двумя конденсаторами. То есть, когда у нас 110 вольт, фактически вот эта микросхема нам делает вот такую перемычку. Вот сюда переключает. А когда 220, у нас здесь разомкнуто. Поэтому, если мы уберем эту микросхему, отрежем здесь, считайте, 3 провода, это все выкинем, у нас ничего не поменяется. И блок питания будет работать от 220 вольт. Выпаял я все детали
обвязки и саму микросхему. Вот они. Эти детали нам больше не нужны. Вот еще вот этот был резистор, который сгорел, предохранительный. Ну и здесь сейчас вот так. Сейчас я хочу посмотреть напряжение, которое здесь приходят на 7-ю ножку шим-контроллера, пока его убрал. И вот резисторы, которые питающие шим-контроллер. Вот один резистор, второй приходит на 7-ю ножку. Это стартовое напряжение. Сейчас посмотрим, что оно нам дает. Итак, я все собрал, подключил нагрузку, лампу 24 вольта 3 ватта ледовскую. Поставил назад шимку старую, которая была, поставил радиаторы. Здесь все убрано. Лишние радиодетали. Подключаем, смотрим. Напряжение на конденсаторе 342 вольта. Окей. Теперь это у нас ground. Напряжение питания 8 вольт. Напряжение output 0 вольт. Выхода нет. Напряжение питания есть, а выхода нет. Это у нас ground. 5-я ножка, 6-я, 7-я, 8-я. Питание есть на 7-й ножке 8. На 6-й выхода нет. Сейчас рассмотрим нашу микросхему шим. Здесь TL3843P в нашем случае. Вот она, микросхемка шим. И глянем даташит, чтобы понять, что к чему. В нашем случае микросхема в корпусе DIP8. Ну, вот здесь 8 ножек. И здесь что мы видим? 7-я VCC, вход питающего напряжения. 5-я ground, земля. 8-я ножка — это опорное напряжение. 6-я output. Это то, что идет на затвор полевого транзистора. Ну, 2-я FFB, напряжение, фидбэк, напряжение обратной связи. Комп 1, вывод 1 для коррекции амплитудно-частотной характеристики. Для вывода 6, для выхода. В общем-то, выводы 2 и 1 используются для стабилизации выходного напряжения источника питания. Так, глянем, вот это мы видим на функциональной схеме. Вот она, 7-я ножка VCC. Это питание, 5-я ground, земля. Вот 4-я ножка задает частотную характеристику работы шим-контроллера. Обычно берут эту частоту работы шим-контроллера, где выше звуковой частоты, где-то порядка от 30 до 80 килогерц, чтобы не слышно было, как она работает. 2-я ножка — это у нас обратная связь. Вот она сюда приходит на инвертирующий усилитель ошибки. В этом усилителе сравнивается с образцовым напряжением 2,5 вольта, идет дальше. Вот первый вход, который определяет АЧХ, тоже сюда выходит уже после усилителя. И вот эти два входа, первый и второй, можем с помощью этих выводов можно контролировать стабилизацию выходного напряжения, которое выходит отсюда на 6-ю ножку, на выход. Что там? Третья ножка — это у нас токовый датчик. Датчик тока. Обычно его подключают там к токовому резистору. Но в нашем случае получается, что здесь интересно сделали. Вот она, 3-я токовый датчик. И он идет обычно здесь вот в цепи из тока полевого транзистора. Вот они у нас два, как один считайте. Вот сюда обычно подключают датчик тока, резистор. Но здесь они сделали интересно через трансформатор. И выходная 2-я обмотка трансформатора идет на 3-ю ножку. Ну, так реализовали. Хорошо. Так. Ну, что еще у нас тут? 8-я ножка — это опорное напряжение,
когда микросхема включилась, начала генерацию, здесь всегда появляется 5 вольт. Ну вот это вкратце мы посмотрели. Здесь вот нас еще интересует данный ОВЛО. Это старт микросхемы. Вот здесь в нашем случае TL8343, 3843. Начинает работать с 8,4 вольта. Включается микросхема. И при 7,6 выключается. Ну, естественно, она может больше работать. У нее максимальное напряжение до 30 вольт ВЦЦ, которое приходит напряжение питания. Вот. Но мы посмотрим сейчас на то, куда приходит напряжение питания на 7-ю ножку. У нас получается, что сюда напряжение приходит после вот этого семистра. И у нас что мы имеем? По нашим замерам на 7-ю ножку приходит 8 вольт. 8 вольт. И напряжение после семистра, оно сюда. Обычно подключают, вот на 7-ю ножку ВЦЦ приходит обычно после диодного моста. Вот здесь вот, где стоит конденсатор, с плюса конденсатора уже сглаженное положительное напряжение через резистор идет на 7-ю ножку. В нашем случае сюда подключается через вот 2 резистора после вот этого семистра. И здесь после семистра у нас выходит напряжение в такой вот форме. Потому что здесь на семистре до диодного моста идет переменное напряжение. И переменное напряжение, проходя через семистр, она, получается, приобретает такую форму, что вот мы смотрим, это синусоида, только идут положительные горбы. То есть вот мы видим здесь на графике времени поднимается с увеличением напряжения. Вот точка открытия семистра, и дальше пошло, вот это приходит на наш шим-контроллер. Потом пробел, и опять пошло. То есть вот такие горбы получаются. Вот такие горбы, импульсное позитивное напряжение, положительные полуволны с частотой 50 Гц приходят на 7-ю ножку шим-контроллера. Нам надо сгладить их чем-то, потому что должно быть постоянное напряжение на 7-й ножке. И что мы смотрим здесь? Вот 7-я ножка, и вот сюда по цепи питания мы видим, что подпитка должна идти вот с этой обмотки импульсного трансформатора через диод D4, резистор R8, и вот конденсатор подпитки C9, 100 микрофарад, 35 вольт. Вот он сюда заполняется с помощью этого конденсатора, с помощью трансформаторной обмотки приходящего напряжения. Получается, что отсутствующее напряжение в горбах, вот оно как раз подпитывается с помощью вот этого конденсатора. То есть, если в нашем случае сейчас нет напряжения на выходе блока питания, нам нужно глянуть в первую очередь вот эту вот. Но здесь у нас есть 8 вольт, поэтому нам нужно глянуть вот эту цепь. В чем проблема? Может быть, у нас трансформатор неисправный, может быть, у нас вышел со строя диод или резистор, но, скорее всего, у нас просто усох вот этот конденсатор C9. Поэтому его надо будет выпаять, проверить в первую очередь, и тогда уже станет понятно, почему у нас нет напряжения на входе. На входе нет нормального постоянного напряжения, поэтому микросхема не запускается, соответственно, нет выхода здесь на выходе блока. Так как на 7-й ноге у нас напряжение всего 8 вольт, то надо будет проверить вот этот конденсатор, который подает напряжение на 7-ю ногу от трансформатора. Сейчас я его выпаю и просмотрим. Да, ESR 34 Ома. И он 79 микрофарад, должно быть 100. Ну и ESR, конечно, зашкаливает. 34 Ома, слишком много. Кстати, вот эти два конденсатора, которые стояли вот здесь, это в обвязке автокорректора напряжения,
вот этот пробит полностью, сопротивление 0. Ну и вот от этого завышенная СР. Так что понятно, почему горел здесь резистор. Вот. Это было причиной. Но все равно, хорошо, что убрали лишние детали. Меньше греться будет. Все нормально. Сейчас здесь надо будет поменять конденсатор. И вот эти тоже будем менять. Выпаяли все конденсаторы горячей части, электролитические. Вот эти большие. Вот тут, тут и вот тут. При проверке оказалось, что все они некоторые понизили свою емкость и увеличилось внутреннее сопротивление. Вот в большом тут вроде нормальные были показания, но он слегка подспух. Вот, значит, скоро ему будет тоже кирдык. Все вот эти конденсаторы на замену. Сейчас ставим новые и посмотрим. Новые конденсаторы установлены. Все. В горячей части заменены все. В холодной части оставим эти, потому что новые как-то мне не сильно понравились. Купил, которые пока эти постоят. Итак, включаем после замены конденсаторов. Лампочка зажглась. Зеленая лампочка, индикатор зажглась. Нагрузка зажглась. Но проверим. На 7-й ножке 15 вольт. Отлично. Реф 4,9. Должно быть 5. Отлично. Ну и выходное здесь меряем. Здесь на выход импульсы идут. 85 килогерц импульсы идут. Ну, в общем-то, все заработало. Нагрузка работает, лампочка горит. Выключаемся. Пробежимся еще по схеме блока питания. Ну вот, я уже отметил красным. Отсутствует наш автоопределитель напряжения сети. Ну, глянем, какие могут быть неисправности в наших блоках. Ну, предположим, блок питания не включается и сгорел предохранитель. Вот этот предохранитель стоит здесь на 63 вольта. Если он сгорел, то, скорее всего, пробиты полевые транзисторы. И почти на 100% вышла со строя наша ШИМ. Также, возможно, вышла из строя диодная сборка. Вот. Ну, в нашем случае предохранитель цел. Идем дальше. Что у нас получается? Что в момент включения блока питания напряжение через делитель R9 и R10 подается на 7-ю ножку микросхемы. Здесь микросхема стартует, дает пачку импульсов на полевые транзисторы, вот на вот эти, вот с выхода 6 поступает сюда вот на затворы, на полевые транзисторы. Они подключены здесь параллельно, выступают как один. Особенности данной микросхемы TL3843P в том, что у нее стартовое напряжение выше, чем рабочее. А резисторы R9 и R10 рассчитаны таким образом, что на 7-м пине микросхемы при отсутствии подпитки с трансформатора, вот с этого трансформатора, напряжение рабочее, но не стартовое. То есть, если блок питания не запустился и ушел в защиту, то нет подпитки вот с этого трансформатора через диод D9, R8 и конденсатор. Напряжение на 7-й ноге питания, на 7-й ноге ВЦЦ должно быть минимум 12 вольт, чтобы мосфеты, вот эти два полевых транзистора, полностью открылись. Иначе, если они откроются не полностью, они начнут греться и выйдут со строя. Итак, если у нас блок питания нестабильно работает или не запускается, либо выдает пониженное напряжение, первым делом замеряем напряжение на 7-й ножке ВЦЦ. Если оно ниже рабочего, вот, ниже 8,5 вольтов, то конденсатор подпитки C9, вот он, подпитки C9, 100 микрофарад 35 вольт следует заменить. Если же нет напряжения, то R9 и R10, один из этих резисторов в обрыве, если нет вообще напряжения на 7-й ножке, надо проверить вот эти два резистора. Вот, ну, как вариант еще проверить семистр и вот этот резистор R25, может быть, они тоже в обрыве. Так, что еще? Если на выходе у нас нестабильное напряжение, вот здесь вот выход 24 вольта, если здесь нестабильное напряжение, причиной может быть
неисправность конденсаторов, вот этого C33, C34, C35. У нас они стоят в холодной части, там по 1000 микрофарад на 35 вольт. Ну, может также быть неисправность оптронов. Вот один оптрон, вот второй, и вот выходящие. Вот один, и вот второй. Здесь оптрон транзисторный, здесь семисторный. То есть, может быть, неисправные оптроны. Также есть смысл, если проблемы с выходным напряжением, проверить вот здесь вот TL431. Вот она у нас, микросхемка. Проверить ее. Ну и за D8 вот этот стабилитрон. Тоже может быть проблема в этом стабилитроне. Вот транзисторы Q2, Q3. Они служат для защиты от обрыва обратной связи и короткого замыкания, если оптопары не открылись. Пока заряжается вот этот конденсатор C18, шимка блокируется. Ну вот так вот вкратце мы глянули схему. Ну теперь осталось все собрать. Вот я поставил новый пропеллер. Вот этот подключение блока управления термодатчиком для включения вентилятора. Собираем. И потом последнее включение проверочное. Ну все, блок питания собран. Все работает. Теперь можно здесь зачеркнуть, где написано 110 на 120. Этого уже нет. Осталось только 220 вольт. Одно питающее напряжение. Прибор работает. 24 вольта на выходе есть. Ремонт окончен. Если у кого-то будут мысли по теме, можете оставлять их в комментариях.